Привет, путешественники! Всем привет! Это очередной выпуск Picard Travel Show, а значит, пятерка новых отелей уже на подходе. И мы завершаем наше путешествие по городу Хойан. Почему еще есть выпуски? Не завершаем. Ну а в этот раз, как и всегда, по традиции, поздравим нашего победителя. Вот его комментарий. Хотите точно так же посетить бизнес-лаунж? Либо забронируйте по ссылке в описании, либо напишите комментарий, и может быть именно вы в следующем выпуске станете победителем 2 проходов в бизнес-лаунж. А сегодня мы отправляемся в такие отели, как Haiyan Discovery Villa, The Moon Villa Haiyan, Okra Haiyan, Riss River Villa Haiyan и Ancient River Villa. Ну что, полетели? И начнем мы с Haiyan Discovery Villa. Это прям хороший отель. Здесь часто принимают группы, поэтому постоянный поток туристов. И реально хорошее место, где все чисто, красиво, свежо, ремонт хороший, интернет замечательный, все работало прекрасно. Отдаленность от шумного центра, отдаленность немножко от моря, но велосипеды бесплатные есть, так что можно прокатиться. Завтраки также бывают, но по запросу. Очень замечательное место, хорошая вилла, куда заселяются группами, то есть снимают целую виллу, все комнаты. Мы жили там 2 дня, в принципе, было довольно комфортно. Рядом магазины, кафешки, можно также на велосипеде добраться до старого города, что удобно, буквально минут 5-10. И пешочком 20-25 минут также прогуляться. Все номера относительно просторные по хайяновским и вьетнамским меркам. Хорошая мебель, чистое постельное белье, а во Вьетнаме это крайне важно. Есть даже в некоторых номерах балкончики. Также есть завтраки, но мы жили без завтраков, не смогли их оценить. Есть бассейн, где вы можете искупаться, рядом лежат лежаки, но мне кажется, там такая теневая сторона, что позаграть особо-то и не удастся. Но в лучшем случае берите велосипед и катите на море. Да, пляж также недалеко и рядом рисовые поля, что тоже очень удобно, можно прогуляться и на велике прокатиться. Ну да, Этих буйволов. если рисовые поля будут зеленые, потому что 3 раза в год урожай снимают, и вы можете просто попасть в то время, когда мимо риса одни голые рисовые поля, это в лучшем случае, а в худшем еще и жгут эту солому, и будет прям дымка в городе, запашок. Ну что, сколько оцениваешь? Я здесь твердую 9 поставлю, мне в принципе понравилось. Мне тоже очень понравилось, за свои деньги прям отличный вариант, и я рекомендую 9 баллов. И перемещаемся буквально в соседний квартал The Moon Villa Hoi An. В Хайяне довольно много всяких хомстеев, отелей, вилл, мунков, поэтому не перепутайте. Здесь конкретно The Moon Villa Haiyan. Относительно чистая, свежий ремонт. Постояльцев здесь очень много, и люди возвращаются и возвращаются к ней регулярно. Но это уже показатель, мне кажется. Мне здесь понравилось, если честно. Владу что-то не очень зашло. Ну, такой вариант вроде интересно, а вроде как-то вот чего-то не хватает. Не, в принципе, на картинках все очень сочно смотрится и ярко. Да подожди, вживую так же. Может быть, на контрасте с предыдущей виллой и со следующим мини-отелем как-то вот что-то не так. Ну, в принципе, достойно за эти деньги. И бассейн есть, и завтраки. Причем он очень сытный, несмотря на то, что всего одно блюдо, но им, в принципе, можно и наесться. Велосипедов достаточно, они бесплатные. В принципе, достойный вариант. Если вы приезжаете в Хайян на парочку дней, то я считаю, это отличное решение. Цена, качество, сервис, чистое постельное белье. В некоторых номерах уже более свежий ремонт. Я понимаю, что постоянно проводят, так сказать, реновацию. Постельное чистое, претензий нет, интернет хороший, все работает. И для меня это хороший отель, я бы здесь 9 тоже смело поставил. Я поставлю здесь 8. И перемещаемся мы в Okra Hoi An. Ну, это такой хомстей, хотель, хостел. Здесь есть и номера прям чуть ли не 10-местный, наверное, даже побольше. Здесь 2 этажа целых. Он был пустой, народа не так много, потому что уже такой не сезон был, можно сказать. Отдельные номера, в которых мы жили, прям хорошие за свою цену, тоже отличный вариант. Плюс огромный у них есть также завтрак, но завтрак а-ля шведский стол, то есть фрукты, тосты. Ты выбираешь одно блюдо, и фрукты и тосты у тебя, соответственно,
в ограниченном, неограниченном количестве. Тут же есть кафешка, кофе можете заказать, в обед перекусить вечером. Прям хороший, современное место. Да, вот такой оазис. Довольно красивый. Есть велосипеды, но единственный момент был, нам пришлось перебрать несколько штук, чтобы найти один нормальный велосипед. В итоге я один поехал. Влад уехал, я остался монтировать ролики. Ну, окей, ладно. В целом, неплохо. Еще раз бы я, да, остановился приятно. Единственное, на втором этаже мы жили. Там такая винтовая лестница была с чемоданами. Не особо было удобно подниматься, поэтому мы даже чемоданы оставили внизу, поскольку на один день останавливались. И просто с сумками поднялись с рюкзаками на второй этаж. Кондер работает хорошо. Единственный нюанс, мне не понравилось расположение туалета прямо напротив кровати. Но тут была дверка, и хорошо. Душ не очень хорошо, он за шторкой. А так, в целом, неплохо, хорошо. То есть я бы здесь и 8 смело поставил, мне понравилось. Я здесь 9 ставлю, мне тоже все понравилось. Ничего такого критичного не было. И плесни даже не было. И даже не было плесни. Офигеть. Перемещаемся мы еще ближе к рисовым полям. Райс Ривер Вилла. Но это не переместились, мы прям окунулись почти в рисовые поля, потому что они прям за окошком. Классно. Хорошо, релакс место, ретрит место, новое слово для меня такое. Есть бассейн, относительно чистый, лежаки, где можно отдохнуть, есть велосипеды. Да, велосипеды платные, несколько штук. А магазин недалеко, постельная чистая, матрасы мягкие, кондиционер чистый. Единственное, грязноватенький был вентилятор, но мы показали, и еще она пошла сразу по соседним номерам проверить и тоже их почистила. Поэтому после наших визитов отели, можно сказать, сверкают и блестят. Но, по крайней мере, те номера, в которых мы живем, мы заставляем, какие мы заставляльщики. Мы просим убираться более качественно, и это делают. Также, если вы вдруг видите что-то несоответствие или что-то вам не нравится, обязательно говорите на ресепшене, чтобы была обратная связь, и хозяева всегда идут навстречу, убирают. Ну, как раз они не всегда идут, то есть есть, которые сопротивляются, говорят, что нам ничего не надо, у нас все хорошо, у нас хорошая своя плесень, тараканы и так далее. А есть, которые, да, ой-ой-ой, а что такое, а дайте я сама там посмотрю, уберусь и приведу все номера в порядок. Здесь интернет хороший, постельная чистая, матрасы удобные, подушки хорошие, белые, все прям замечательно. Smart TV есть, так что новые выпуски Picard Travel вы можете смотреть на телевизоре. Завтрак, выбор одного блюда, тоже все очень сытно, вкусно, мне понравилось. Ну, прям завтраки реально хорошие, большие, можно наесться до обеда, чуть побольше, смотря во сколько. Ну, Влад любит поесть, поэтому у него до обеда. Я кофе еще выпью, мне хорошо. 9 баллов. Да, мне понравилось, тоже 9 поставлю. И завершаем мы Ancient River Villa. Вот здесь такой неоднозначный вариант, где вроде бы как бы красиво с виду, а вроде и нет. И плесень есть, и хозяйка какая-то такая не очень. И муравьи в туалете. Да. Марширует полным ходом. Нам не показали другие номера, поэтому по всему отелю говорить не можем, но про наш номер, естественно, расскажем. Есть хорошо балкончик небольшой, даже кресло-качалка есть, можно выйти покачаться. Сам номер небольшой, также тут же в номере находится и раковина, чуть-чуть за стеклянной стенкой находится душ и туалет. Холодильник есть, письменный стол есть, можно работать. С интернетом была небольшая проблемка, но роутер перезагрузили и все исправилось. Он находится прямо на отшибе. То есть он где-то не там, не сям, вообще непонятно где. Куда-то скататься, ладно, велосипеды есть, и в принципе выбор велосипедов большой, поэтому можете выбрать получше и скататься. Магазины минут, наверное, 15 на велосипеде. Ну, 10 до магазина ближайшего. Вот, до моря, ну, минут 20. 15. Тоже. Ну, короче, вот где-то вот в этом диапазоне 10-15 минут до центра тоже, наверное, минут 20, а то и подольше ехать. Если вы хотите прям уединение, тишину, спокойствие, да, можно пожить там. Бассейн есть, грязноватенький, но когда я сделал фотографию, быстрее побежала убирать бассейн, чистить листочки. Ну, так в целом неплохо. Завтрак есть, но такой скромноватенький. Сколько ставишь? Здесь на 7 остановлюсь, потому что и бассейн грязный был. Хозяйка его начала быстро убирать, когда мы
сделали видео, обзор бассейна. Ну вот, завтрак так омлет наложили. В целом, хорошее место, если за ним следить, вот как к вопросу об обратной связи, потому что то ли обратной связи нету, то ли хозяева так относятся не очень. В принципе, хороший вариант бы получился бы, если бы не было бы плесени, было бы почище, и уже 2 плюса, то есть уже 9 можно было бы ставить, а единственный балл за расположение с ним. Полностью согласен. 7. Не забывайте, что все отели мы бронируем по ссылке в описании, а также в нашем приложении. Хотите пожить в отеле бесплатно, обязательно бронируйте либо на сайте, либо в приложении. И 3 января мы разыграем проживание в отеле. Чем больше бронирований либо отелей, либо авиабилетов, тем больше шансов. Правильно? Совершенно верно. А в нашем телеграм-канале вы найдете предложения по авиабилетам, отелям и ЕСИМ. Еще и экскурсиям и нашим интересным приключениям, такие как здесь в Куала-Лумпуре, как мы пропустили автобус из аэропорта в Куала-Лумпур. Веселая история, читайте в телеграм-канале. Ну что, мой топ-5 сегодняшних отелей. На первое место я ставлю Hoi An Discovery Villa. На втором месте Rice River Villa Hoi An. На третье место у меня идет Okra Hoi An. Четвертое занимает The Moon Villa Hoi An. И пятое поставлю Ancient River Villa. Я, наверное, соглашусь, хорошее расположение. Можно Мун местами поменять с Окра, но в целом так тоже хорошо. А как ты поедешь в свою недельку? В недельку, естественно, посмотрим, как мы поедем. Здесь выбираете любые отели и любой порядок. Не ошибетесь, мне кажется. Можно только исключить последний отель, потому что реально далековато от всего. То есть ни кафе рядом, ничего нету. И здесь немножко трудновато будет. А так, в целом, прям выбирайте по-любому, располагаете, будет хорошо. Да. Не добавить ничего. На этом у нас почти все. Напоминаю, что вы можете бронировать отели на нашем сайте, либо в нашем приложении. Становитесь нашим агентом, снимайте для нас обзоры и получаете вознаграждение. Также заходите на наш сайт picardtravel.com, там вы можете почитать наши комментарии, ну и на наш Телеграм-канал, где вы узнаете, как мы добирались из аэропорта Куала-Лумпура. Ну и другие приключения, в том числе кафешки, какие мы посещаем, какие рекомендуем. Стараемся что-то информативное там доносить и места публиковать, которые нам нравятся. Скоро мы будем их отмечать стикером. Рекомендации. Ждем, когда они к нам уже приедут. Так, на любом отеле, где вы видите наклейку Picard Travel, обзоры отелей, обязательно просите какой-то подарок. В большинстве случаев предоставляют либо апгрейд, фрукты и так далее. Разные вещи есть. Говорите кодовую фразу Picard Travel, и будет вам приятный сюрприз в большинстве случаев. А на этом все. До скорых встреч. Увидимся на следующей неделе. Пока. Пока.